Всем привет! Это заключительная часть о новинках адениумов с питомника Роза Чен. И скажу сразу, что сегодня мы ничего обрезать не будем. Будем делать замеры, подбирать объемные контейнеры. И определим, какими должны быть идеальные адениумы с азиатских питомников. И эти адениумы идеальные. Все, что от нас требуется, это убрать все сухие корешки. Ведь если растение изначально качественное, без повреждений и болезней, ответственно подготовлено к транспортировке, оно тщательно вымыто и высушено, бережно упаковано, то, соответственно, в пути не пострадает, и мы получим идеальное растение, которое будет нас радовать. Ведь все-таки так важно иметь двустороннюю связь с продавцом. Мы ответственно относимся к выбору растений, ждем их. Мы будем благодарны питомнику, который тоже ответственно и с уважением относится к своим покупателям. И получив такие адениумы, можно только порадоваться. Крупные растения с плотным каудексом не требуют особых усилий для адаптации. Все, что от нас потребуется, это создать условия, чтобы наши адениумы проснулись и пошли в рост. Главное в первое время – это температура. Адениумам должно быть тепло. При температуре не ниже 25 градусов адениумы начнут активно просыпаться. Посадив адениумы в грунт, я их сразу не поливаю. Всасывающих корешков нет, и впитывать влагу адениуму нечем. Поэтому первое время, пока не начнут просыпаться почки, я адениумы через день, а потом ежедневно буду опрыскивать из пульверизатора. Адениумы будут наращивать листья и, соответственно, испарять влагу. Поэтому, когда увижу первые листики, я начну увлажнять грунт. У этого адениума веточки небольшие, но главное, что они здоровые. Каудекс крупный и хороший размер корневой системы. Этот адениум тоже с небольшим, но хорошим привоем. Его форма и размер очень впечатляют. Это идеальный адениум. Именно такими должны быть растения с питомников, качественными и здоровыми. Для адениумов я всегда использовала контейнеры исключительно по размеру корневой системы. В данном случае сажать будем в объемные контейнеры. В качестве дренажа и грунта я использую чистый циолит. Адениумы зимовать будут на стеллажах, на ковриках с подогревом, горшки без светильного полива. Я сознательно увеличиваю объем контейнера, чтобы избежать пересыхания.
Все поливы будут исключительно по краю контейнера. Цеолит очень хорошо впитывает влагу, но на теплых ковриках он точно так же быстро просыхает. Мои адениумы уже зимовали в чистом цеолите. И для подобной зимовки необходимы или контейнеры с фитильным поливом, или увеличим объем грунта. Адениумы уже посажены. Будем адаптироваться и одновременно готовиться к зимовке. Всем пока, до новых встреч, и пусть растения вас только радуют.